Сегодня у меня для вас домашняя маска с полисорбом. Она отлично разглаживает кожу, повышает тонус, очищает и уменьшает черные точки, делает морщинки менее заметными, дает реальный эффект фотошопа. Помимо полисорба, который можно приобрести в любой аптеке, нам потребуется второе замечательное очищающее и омолаживающее средство. Это глина косметическая. Я всегда беру белую, она отлично борется с пигментацией. К 1 столовой ложке полисорба мы добавляем 1 чайную ложку выбранной вами косметической глины. Все перемешиваем и разводим до консистенции густой сметаны крепким, свежезаваренным зеленым чаем. Наносим маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем для воздействия на 10-15 минут. Потом смываем и наносим свой привычный вечерний ухаживающий крем. Эффект от такой маски заметен сразу. Кожа гладкая-гладкая, поры незаметные. Лицо выглядит как после дорогой салонной процедуры. Проводить такие маски можно курсом. При жирной коже 1-2 раза в неделю, при нормальной и сухой 1 раз в 10-14 дней. Сегодня мы приготовим еще одну замечательную омолаживающую маску с полисорбом. Такая маска увлажняет, питает кожу, противодействует возрастным изменениям. А главное, она отлично подойдет для сухой и нормальной кожи лица. Нам для нее потребуется полисорб, касторовое масло и мед. К 1 столовой ложке полисорба добавим немного воды. У нас должен получиться вот такой кисель. Затем к нему мы добавляем пол чайной ложки немного подогретого касторового масла и 1 чайную ложку жидкого меда. Если ваш мед засахарился, его тоже можно немного подогреть на водяной бане. Все перемешиваем. Наносим маску на очищенную и желательно немного распаренную кожу лица. Оставляем для воздействия на 15 минут. Затем смываем теплой водой. Эффект заметен уже после первой процедуры. Кожа мягкая, нежная, очень свежо и молодо выглядит. Морщинки менее заметны, а поры не так выделяются на лице. Проводим такие маски курсом 1 раз в неделю в течение 1-2 месяцев. Сегодня я приготовила для вас интенсивную маску с полисорбом, которая идеально подойдет для девушек и женщин с проблемной кожей лица. Если у вас, несмотря на возраст, все еще появляются прыщики и прочие высыпания на коже, если на лице имеются черные точки и повышенная сальность кожи, если присутствует пигментация и неровный цвет лица, то эта маска для вас. Нам для нее потребуется полисорб, цинковая мазь и эфирное масло чайного дерева. К 2 чайным ложкам полисорба мы добавим немного теплой кипяченой воды. У нас должен получиться густой кисель. Добавим к нему небольшое количество цинковой мази, примерно с половину чайной ложечки, и 2 капли эфирного масла чайного дерева. Все тщательно перемешаем. Наносим маску на распаренную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем для воздействия на 15-20 минут, затем смываем теплой водой. При выраженных проблемах на коже можно для начала провести интенсивный курс 3-5 подобных процедур в неделю, а потом перейти на поддерживающий курс 1 раз в неделю или вообще проводить такие маски по требованию. Сегодня мы приготовим омолаживающую маску с невероятным лифтинг-эффектом. Она может применяться при любом типе кожи, как для молодых, так и для возрастных женщин. Такая маска способствует повышению тонуса и эластичности кожи, подтягивает овал лица, сглаживает морщины, делает нашу кожу нежной, чистой и свежей. Для маски нам потребуется спирулина в таблетках, полисорб и жидкий витамин Е. 3 таблетки спирулины мы измельчаем, заливаем 1 столовой ложкой воды, перемешиваем. Добавляем к этой смеси 1 чайную ложку полисорба и 3-5 капель жидкого витамина Е. Все еще раз тщательно перемешиваем. Наносим нашу маску на очищенную, а лучше немного распаренную кожу лица. Оставляем для воздействия на 15-20 минут. Затем смываем. Посмотрите, какая нежная, гладкая и чистая кожа получается в итоге. Рекомендуется проводить такие маски курсом не менее 10 процедур с периодичностью 1-2 раза в неделю.
Сегодня мы с вами будем готовить еще одну потрясающе эффективную маску с полисорбом. Она уже после первого применения делает кожу практически идеальной, гладкой, подтянутой, чистой. Поры становятся менее заметными, морщинки визуально разглаживаются. Для рецепта нам потребуется полисорб, ромашка в фильтр-пакетах и лимон. Один фильтр-пакет с ромашкой мы заливаем стаканом кипятка. Оставляем настояться на четверть часа. 1 столовую ложку полисорба мы разведем нашим ромашковым настоем до состояния густого киселя. Добавим несколько капель лимонного сока и еще раз перемешаем. Наносим смесь на очищенную кожу лица слоями. Когда первый слой высохнет, наносим второй слой. Потом, если приготовленной смеси достаточно, можно нанести и третий, завершающий слой маски. Оставляем ее для воздействия на лице на 10 минут. Затем смываем теплой водой. Проводим такие маски курсом 1-2 раза в неделю в течение месяца. И результат вас реально поразит. Также можно проводить такие маски по требованию, когда нужно быстро преобразить уставшую, тусклую кожу лица. При проблемной коже процедуру можно выполнять 4-5 раз в неделю. Сегодня у нас очень необычная маска для лица. Она обладает отличным очищающим эффектом, избавляет кожу от черных точек, сужает поры, осветляет веснушки и пятна постакне на лице, придает коже невероятную гладкость и нежность. Нам для нее потребуется полисорб, перекись водорода 3% и глицерин. К 1 чайной ложке полисорба мы добавляем немного теплой кипяченой воды, чтобы у нас получился вот такой кисель. Затем добавляем к нему 1 чайную ложку перекиси водорода и 1 чайную ложку глицерина. Все тщательно перемешиваем. Наносим маску на Т-зону, где у нас наиболее выражены и заметны черные точки. При жирной и комбинированной коже можно наносить маску и на все лицо, естественно, избегая области вокруг глаз. Оставляем смесь для воздействия на 10 минут, затем смываем теплой водой. Проводим такие процедуры 1-2 раза в неделю или по требованию, когда нужно почистить черные поры или быстро придать коже чистый и свежий вид. Еще раз напомню, что данная маска подходит только для обладательниц нормальной, комбинированной и жирной кожи. Если у вас кожа лица сухая, чувствительная, то от использования такой маски лучше отказаться. Перед первым применением данной смеси нам необходимо провести тест на аллергию на сгибе локтя. Обязательно делитесь своими результатами в комментариях. Всегда их с интересом читаю. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Positive MM, а также на мой инстаграм. Миллион полезностей. Пока-пока, до новых встреч!